Представители знака зодиака Стрелец. Стрельцы, мои дорогие, здравствуйте. Второй расклад «Поворот судьбы». Давайте узнаем. Это всегда момент перехода. И если переход уже предполагается два состояния между прошлым и будущим. И делаю я этот расклад на начало июня. И если какие-то в нашей жизни неожиданности или отчасти кризисы, помним, что это всегда возможности. Жизнь не бывает полностью предсказуема и очень часто напоминает игру в покер, когда приходится и блефовать, но чаще выигрывать той картой, которая выпала. Исходя из этого постулата, связь между прошлым и будущим, мы построим и наш расклад. Первые 6 карт, точнее первые 3, у нас будут показывать нам события ближайшего будущего. И вторые 3 карты – события отдаленного будущего. Посмотрим, как и будут развиваться сами по себе события, или как видят для вашего знака зодиака обстановку на последующий период. И мы не задаем четких сроков, потому что то, что мы определяем, оно может у кого-то проиграться неделю, 2, месяц, а для кого-то будет означать события до конца 2024 года, и так тоже. Мы идем вперед. И первые 3 карты. События ближайшего будущего. События отдаленного будущего. И я специально кладу одну карту над другой, чтобы можно было проследить, с чем мы в последующем столкнемся. В чем риск? Зададим такой вопрос. От чего вы откажетесь сами? Что скрыто? Что вам будет помогать? Давайте узнаем. Но тут нам про деньги, про заработки. Вообще 9 монет – это карта самодостаточности, когда мы довольны собой, когда у нас все под контролем, когда у меня сегодня, как-то стабильно определено, по крайней мере. Я понимаю, в каком направлении двигаюсь. И на будущий период тут тоже я могу что-то просчитать. Это карта самодостаточных, повторюсь, людей, которые надеются сами на себя. Для кого-то из вас это может быть, как вы направите, многие или почти все свои силы на решение финансовых вопросов, и у вас получится. Даже если предыдущий финансовый период был со знаком минус, вот как раз из этих минусов вы сумеете выйти. Кто-то из вас определится по части работы, кто-то, может быть, организует свой новый бизнес или свое дело, творчество монетизировать надумает. Самые разные направления, в конечном итоге наш финансовый доход, мой финансовый успех. И главное, успех именно по 9. Но карта не говорит нам о том, что мы можем расслабиться, как раз нет. Нам придется еще какие-то позиции удерживать. Нет бесшабашности. Здесь есть какой-то расчет. И в частности по финансам, но отчасти 9. По нумерологии это преддверие перемен. Значит, действительно что-то будет меняться. События ближайшего будущего. Вот тут то, что вы задумываете. Королева жезлов – это карта сильных людей, которые прошли через череду неприятностей, каких-то превратностей судьбы. И эти события научили не говорить о себе много, не предвосхищать, потому что удача и успех любят тишину. Карта говорит нам о том, что о себе много не рассказывать, и на последующий период будет очень важно. А также карта говорит о том, что королева жезлов умеет распорядиться с деньгами. Значит, деньги есть. Но все то, что я говорила по 9 пентаклей, куда их приложить? Или как... Может быть, в зависимости от того, что вы планируете, каким образом это обустроить, или так, чтобы на все хватило. И здесь может быть какая-то ваша задумка о дополнительном доходе. И это будет тоже зависеть от вашего алгоритма, который вы себе создадите. Работа с информацией по этой карте тоже предполагается. Но что отличает королеву жезлов? Обратите внимание, даже в этой колоде карт она сложила крест-накрест, руки на груди. Если вы
вспомните, любители Таро, часто королева жезлов на картах Таро рисуется с черным котом. Что это значит? Это символ того, что вы никогда не узнаете правды от королевы жезлов. Что же она задумала? Она умеет хранить тайны как свои, так и чужие. Так вот эти руки крест-накрест, скрещенные на груди, это какая-то закрытость, о себе много не говорить. Для того, чтобы ваши планы, мои дорогие стрельцы, ведь все же это жезлы, энергия жезловая, это огненная, это вы сами. И поэтому от того, как вы какую-то паузу сумеете выдержать, найти недостающую информацию, как вы кому-то не доверитесь или не поддадитесь какому-то импульсу, а сначала просчитаете, а потом только будете действовать, будет зависеть процветание, изобилие, успех, продвижение. Давайте откроем это в ближайшее будущее. Может быть, есть вопросы, которые нужно решать с высокими инстанциями. Король мечей. По этой карте проходят логики. Люди, именно которые обладают таким рациональным умом и абсолютным хладнокровием. Это могут быть высокие начальники, это могут быть люди в погонах, это может быть вы сами, потому что предполагает эта карта ношение формы. Вот иногда и так тоже. Или когда вам, повторюсь, отправляться и что-то подписывать, заключать какие-то контракты или важные бумаги. Это тоже может карта означать. Это мы на ближайшее будущее смотрим. И это тоже потребует от вас вот такого рационализма и хладнокровия. Может быть, и не говорить о том, что вы собираетесь, намереваетесь делать, а как-то ступенчато действовать, не предвосхищая заранее события. У кого-то это вопрос, когда вам придется отправиться для того, чтобы, опять же, рационально узнать о себе что-то конкретно. И это по этой карте, точнее, идут врачи. Когда мы не просто основываемся на своих ощущениях или самочувствии, а когда мы понимаем, да, если я чувствую себя как-то не очень хорошо, то нужно знать наверняка, а не теряться в догадках. И вы можете проходить обследование. У кого-то может пройти стоматолог. Люди, работающие с металлом, идут по этой карте. А у кого-то эти люди могут проиграться, как я дома делаю ремонт. Мне нужны специалисты, которые мне электрику, предположим, поменяют. То есть вот есть взаимосвязь. А для кого-то я пойду к юристу. И я тоже должен знать наверняка, как в отношении меня работает закон. Вот такие разные совершенно направления по этой карте, но объединяет логика, рационализм, хладнокровие. Вот такие энергии. Нужно что-то вам продумывать, какую-то многоходовочку, мои дорогие стрельцы. Ну, пусть не для всех, но для кого-то будет и так. Сам по себе период может проходить в режиме многозадачности. Отдаленное будущее для вас. А вот тут уже новые горизонты, новые берега. Это карта якоря, опять же, уверенности. У вас прекрасные карты. И если мы говорили, карта самодостаточности, видимо, правда, знаете как, с учетом девятки пентаклей или королевы жезлов и тройки жезлов, у вас должен быть какой-то, как заначка, вот я вам прямо скажу, о которой не знает никто, о которой никому вы не говорите. Но как-то вам эти деньги, возможно, понадобятся, первое, у кого-то путешествие, у кого-то организация своего дела, личного творчества, или на какой-то период вам придется продумывать свой план и выйти из игры как будто. И тогда это будет совершенно необходимо, потому что новые горизонты. По этой карте какой-то период нашей жизни уже заканчивается. И, правда, момент перехода, судьбоносный момент, когда вам нужно будет с чем-то определяться. И поэтому, может быть, девятка, я сказала по нумерологии, это будут какие-то перемены. Поэтому где-то аккуратнее с деньгами, несмотря на то, что захочется шикануть. У кого-то из вас крупная сумма денег, и если, предположим, это какой-то гонорар, та сумма, которую вы ожидали, она где-то задерживалась, тут вы ее, скорее всего, получаете. Но она требует распределения, правильного расчета, потому что есть то, что перед вами как кругозор меняется, или какие-то новые возможности приходят, или эта карта может еще говорить, посмотрите, если мы про момент перехода между прошлым и будущим. Это небольшая заминка, когда
Мы как будто проверяем, все ли у меня готово для того, чтобы на что-то решиться. Или у кого-то совершить конкретно переезд. Или включиться, ну, может быть, в новый бизнес. Или приступить к новой должности. Начать строить карьеру. Или продолжить строить карьеру, но уже на других высотах. В других вибрациях совершенно. И вот эта пауза, она не должна для вас быть ощутима по деньгам. Вот, мои дорогие, где-то и этот момент может проигрываться, потому что это какой-то старт. Это именно остановка не для того, чтобы встать и что-то там начать анализировать, а для того, чтобы прыгнуть вперед и взять еще какую-то высоту. Прекрасная ведь карта, но она может говорить о том, что для вас самих будет какая-то пауза необходима. Давайте это отдаленное будущее. Может быть, с учетом карты башня в серьезный аркан. И это старший аркан всегда говорит нам о тех обстоятельствах, которые происходят вокруг нас. Или каких-то новостях, которые тоже к нам приходят. И мы тут чего-то не можем изменить. Нам нужно вписаться в какой-то нужный поворот судьбы. И, кстати, по этой карте проходит, когда мы успеваем запрыгнуть в последний вагон уходящего поезда. Есть такая колода у меня, кто смотрит часто мои расклады, Таро ангелов. И там тоже изображена башня, и как ангел отводит за руку буквально человека из той башни, которая будет разрушена. Вот почему я всегда говорю запрыгнуть в последний вагон. Ну вот какая-то острота момента у вас будет на последующее отдаленное будущее, если мы говорим даже до конца 2024 года, в любой период жизни, который потребует от вас принятия быстрых решений. Может быть, поэтому нам и говорят, деньги есть, но как-то вот немногословность. Может быть, когда вы совершите какой-то поступок, мои дорогие стрельцы, и о нем никто не должен знать. И вы где-то от себя самого, самой могли этого не ожидать. А именно это будет играть вам на руку, когда вы имеете свой план, а о нем никто не знает. И это вам как фору добавляет для того, чтобы и сделать этот квантовый скачок. Вот будьте внимательны. События отдаленного будущего. И вам придется рационально, правда, и дальше работать с информацией. Ключевая карта королева жезлов, можно сказать и так. И справа у нас король мечей, логик, рационалист, а слева у нас вопросы денег. Так вот, вопросы денег и, может быть, каких-то согласований документов потребуют от вас одновременно как и холодного ума, так и материального расчета. Потому что пятерка жезлов, называю эту карту информационного хаоса. И тут, знаете, двояко. Здесь могут на нас как раз воздействовать таким образом, чтобы вывести на эмоции. Эмоции бывают разные, бывают минус и плюс. Так вот, не минус, который может нас, допустим, столкнуть с людьми, которые, ну, ведут себя неподобающим образом. Или буквально с какими-то хамами, которые, ну, как-то могут на нас специально воздействовать и иметь план нас зацепить, вывести на эмоции. А мы должны оставаться хладнокровными. Мы не должны включиться в какую-то ерунду, понимая, что это чья-то игра идет. Так и со знаком «плюс». Вы можете столкнуться с людьми пафосными. Вам будут говорить, что какой-то проект, к примеру, будет продвигаться или принесет вам какие-то деньги, или какой-то куш, или он заманчивый. А по факту, если вы разберетесь рационально, узнаете, ага, если я буду в этом участвовать, мера моей ответственности. И вы увидите, что нет. Это какой-то фейк, это какая-то лажа, куда я могу попасться, а потом один на один решать какие-то вопросы. Вас никакие эмоции, мои дорогие стрельцы, ни с плюсом, ни с минусом, не должны подвигнуть на какие-то ненужные для вас же самих подвиги. Работать с информацией, иными словами. В чем риск? Кому-то довериться, может быть и так. С одной стороны, хотя ведь это карта любви. У кого-то это... Тут не будет однозначного какого-то решения, мои дорогие. С одной стороны, конечно, мы можем говорить, принять за искренность вот все то, что я только что говорила, какие-то отношения или какого-то человека принять
за того, кому мы можем доверять, а он им не является. Но с другой стороны, эта карта может также говорить о чем? Поскольку это все-таки любовь и искренние отношения, мы можем не заметить как раз те отношения, которые в наш адрес будут направлены с какими-то добрыми побуждениями. А мы не сумеем отличить зерна от плевел. Поэтому будьте внимательны ко всему тому, что происходит для вас в этот период до конца 2024 года. Принять фейк за правду, а правду за ложь. Принять искренность за какую-то фальшь. И фальшь принять за то, что человек с нами откровенен. Для вас судьбоносен этот период. Вот именно в этом. От чего вы откажетесь? Вам может какая-то судьба давать шанс, ведь это карта поворота судьбы. Колесо фортуны. Будут перемены, и вы можете отказаться. И здесь перемены благополучные по этой карте. Да, по колесу фортуны что-то происходит быстро, чего мы не можем отменить. Нам приходится с этим как-то провзаимодействовать. И поэтому от чего вы можете отказаться, если мы задали вопрос? Предполагается, что мы, если не откликнемся на что-то в первый момент или мы не продумаем, не захотим рассмотреть какой-то вариант или уточнить какую-то информацию, вот об этом нам тоже ведь говорят, или просто отложим что-то на потом, а потом этого не будет, мы упустим момент. Поэтому вот рационально и быстро еще одновременно вам придется как анализировать информацию, так и принимать какие-то решения. И мы тогда, вот упуская какую-то возможность, мы потом это не наверстаем. С другой стороны, вы можете отказаться, правда, от каких-то искренних отношений. Все-таки нам в этой колоде показано семейство, семья, личная жизнь, личное счастье. И у нас показан отец семейства, который следит за огнем. И эта карта говорит, вот тебе придется держать баланс. Сама по себе карта колеса фортуны в этой колоде предполагается, что мы следим за этим очагом, чтобы он никого не обжег, и нас самих. Но в то же время он не погас. Все то, что я сказала, в чем риск? Действительно, это для вас судьбоносность периода, я бы сказала, до конца 2024 года. И как вы с этим распорядитесь? И ведь это старший аркан. У кого-то это проиграется через личную жизнь буквально, а для кого-то аллегорически это будет касаться ваших трудов и занятости, ваших заработков. Будьте внимательны. Импульсу не поддаться, это будет важно. Что скрыто? Импульсу не поддаться будет важно. Еще раз повторяю. 7 жезлов. Если по 5 недостаток информации. 5 это всегда недостаток. С жезлами идет информация. И мы сказали информационный хаос. А по 7 любая 7 это пауза своего рода. Когда мы куда-то не торопимся. Почему мы не торопимся? А потому что людям, точнее от нас, что-то нужно. И карта говорит, держи сам эту паузу, дай себе время подумать, дай себе время проанализировать. Да, тут скрыто. И не один кто-то, двое скрывают, как минимум 7, мои дорогие. 7 все-таки у нас жезлов. Поэтому разноплановые интересы людей будут на вас давлеть, именно давлеть. Это карта соревнований. Здесь могут вас цеплять, вызывать на конфликт или вызывать на соревнования. Или к чему-то подталкивать, к чему-то склонять. А от вас первая пауза, пусть небольшая, пусть это короткий промежуток времени, чтобы правильно оценить обстановку. Правильно оценить человека, ведь вот в этом вся задача. Потому что вам сразу искренне никто не скажет, что у него в голове и какой он план имеет на последующий период. Что же вам будет помогать? Хладнокровие, рационализм, выдержка, паш мечей добавляет всю ту информацию, которую я уже говорила прежде. Правда и ничего, кроме правды. Вот так звучит эта карта. Что вам будет помогать? Поэтому вам придется, может быть, искать недостающую информацию. Начиная, может быть, загуглить буквально и узнать,
посредством интернета, как в отношении вас, ну, как, допустим, обстоят дела в какой-то организации, ну, как рейтинг какой-то, да, изучить, или отзывы какие-то, сложить какое-то мнение, впечатление. По конкретному, может быть, человеку вы тоже будете искать какую-то информацию, и это тоже возможно сделать. Для кого-то из вас вы обращаться будете к юристу для того, чтобы пошагово узнать, как я должен поступить. Или это будет еще означать, что я тоже должен что-то математически просчитать. Я не имею права на ошибку. Действительно, тут у вас какой-то может быть поворот судьбы. И все то, что я сейчас сказала, для кого-то из вас как очень важный выбор, когда от вас и будет вот эта энергия истины и правды определять последующее качество жизни. Перекладывайте на себя, мои дорогие стрельцы, и будьте счастливы, будьте любимы всегда.